Здравствуйте, вы на канале Денис у микрофона. Я каждого благодарю за поддержку, за вашу подписку, за то, что вы делитесь ссылками на видео и за то, что вы участвуете в наших финансовых сборах, которые помогают нам делать субтитры на иностранных языках, в данном случае на английском, чтобы весь мир мог знать, что на самом деле происходит в религиозной жизни Украины. Сегодня мы поговорим о детях, которые всегда наше будущее, которые те, ради кого мы, по-моему, готовы практически на все. И мы видим, как здесь кто-то руками, возможно, нечестных на руку чиновников, каких-то религиозных деятелей в буквальном смысле убивает наших детей. Ни для кого не секрет, что сейчас проходят инициированные, вероятно, кем-то на местах такие себе импровизированные акции якобы протеста, где есть представители якобы общественности. На самом деле эти люди к религии не имеют никакого отношения. И они бы рады, наверное, быть в другом месте, но уж очень им хочется либо получить хорошие оценки, об этом мы поговорим позже, либо заработать. И вот эти вот люди стоят под какими-то святынями для того, чтобы потом иметь возможность или дать возможность другим их захватить. Точно так же во многих сетевых ресурсах мы можем увидеть объявление о том, что требуется массовка, требуются люди на какую-то несложную работу, с достаточно неплохой оплатой. Вот, пожалуйста, одно из таких сообщений из Хмельницкого, где, как мы знаем, идут рейдерские атаки, где отжимают святыни Украинской Православной Церкви, набирают всех кого угодно, 40-60 человек нужно с зарплатой от 1000 гривен в день, и работать нужно будет долго. Как вы понимаете, но уж не картофель они перебирать пойдут, и мы прекрасно понимаем, что это за акции и кто на эти акции идет. И по тем людям, которые собираются, мы видим, что они готовы на все, им очень хочется отработать эти деньги, и, к сожалению, они готовы даже жертвовать какими-то убеждениями и, в общем-то, показывать то, что мы с вами видим. А вот, пожалуйста, эти акции, они ширятся, город Днепр теперь уже, и самое циничное, что тут стоят дети с плакатами, которые им вручили. Безусловно, если вы подойдете к любому из этих детей, вполне себе школьного возраста, и спросите, они вообще понимают, что там написано и что там, они не смогут вам, судя по всему, ответить. Но цинично пытаются их использовать, цинично пытаются поставить их под нашими святынями, чтобы, так сказать, продавить свою информационную повестку. А вот, пожалуйста, тот самый Каменец-Подольский. Мы видим с вами крестный ход защитников собора, крестный ход верных Украинской Православной Церкви. И видим тех подростков, которые собрались, и они устали немного, решили присесть на скамейках. Но видите, все равно они пытаются активничать, и, как говорят, что там собрались самые разные подростки, многие из которых вообще не из Каменца-Подольского. Некоторые из них приехали туда учиться, некоторые приехали учиться на историков. И, к сожалению, когда я смотрю следующие кадры, то мне за нашу историю, да вообще больно, когда я понимаю, как ее сейчас интерпретируют, но когда я смотрю на таких будущих историков, больно вдвойне. Понятно, что юношеский максимализм, желание так вот показать себя, что ты вот такой вот очень серьезный, несмотря на свою молодость. Но все это, к сожалению, заканчивается плохо. Это еще один ящик Пандоры, который открывается. Это еще один путь к тому, чтобы просто-напросто простить и убить этих молодых людей. Потому что в них убивается совесть, в них убивается ответственность. И это первый шаг на пути к более серьезным преступлениям. Но самое главное, что более всего грешат и совершают преступления те, кто цинично использует этих подростков. То ли предлагаем оплату за такие акции,
или даже, вот как говорят, просто-напросто мотивируя их оценками в том учебном заведении, где они учатся. И говорят местные, что среди вот той вот массовки немало работников образования, немало учителей, немало преподавателей, которые также там стоят и координируют действия своих учеников. Я не знаю, по своей ли воле они пришли или их заставили туда прийти, и то, и другое на самом деле граничит с преступлением. И вот фрагмент видео. С тобою благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Говорят, если прислушаться, и вот те люди, которые были там, сказали, что вот та самая девушка говорит: будете громче кричать, поставим лучше оценки, получите лучшие оценки. То есть их мотивирует определенным образом: вы не будете лучше учиться, больше знать, освоите профессию, а просто кричите громче, делайте все возможное, чтобы забрать у этих верующих храмы. Это цинично, это страшно, это убивает всякое будущее у страны. И безусловно это должно быть остановлено. И такое вот циничное использование детей и подростков и намеренное натравливание их на верующих Украинской Православной Церкви. И, как мне кажется, убийство всего живого в этих детях, потому что если там убить веру с детства, то я даже не знаю, что с ними будет дальше. Ну и то же самое происходит во многих других городах, в том числе в Тернополе. Церкві, попи, чого? Поясніть це, чому? Чому поясніть, тоді говоріть своє. А чому ваші Будете, от поясните то, тоді говоріть своє. Шановні. Вы правда верите, что всех этих подростков интересует не очередной сериал, не поход в какое-нибудь кафе, не просто вот столько всего интересного, что может быть рядом, а им правда хочется там стоять и протестовать. Им правда так вот интересно получить ответы на свои вопросы. Я, к сожалению, очень-очень сомневаюсь. Я думаю, что просто-напросто кто-то придумал такое себе оружие. Если, не дай бог, кто-то из них пострадает, то тут же начнут кричать о том, что вот тут избили детей, подростков, или кто-то там наступил ему на ногу, когда шел мимо. Да, в общем-то, причину всегда можно найти. То есть похоже, что они пытаются создать такой себе казус белли. Но я понимаю, что самое главное с терпением и пониманием показывать другую сторону. Возможно, показать настоящие христианские добродетели. И может быть в ком-то из этих детишек проснется что-то человеческое. Или по крайней мере не умрет до конца. Потому что задача не убивать. Задача убивать как раз вот тех сторонников ПЦУ. Им все равно. После них хоть потоп. Они готовы на все, лишь бы забрать любое имущество у Украинской Православной Церкви. Они, как те бесы в стране Гадаринской, готовы в свиней и в пропасть, лишь бы не жить нормальной жизнью. Лишь бы, вот так сказать, не было все как раньше. И я вас прошу, спасите детей. Если вы родители этих детей и подростков, заберите их с улиц. Если вы их соседи, расскажите, чем все это может закончиться. Спасите их, не дайте этим кровавым пропагандистам убить ваших детей. Это очень важный вопрос. Это очень серьезный вопрос для каждого из нас. И мы должны понимать, что вот наше будущее. И какими будут эти молодые люди, таким будет и наш мир. Такой будет и наша жизнь. Я благодарен каждому за поддержку. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. До скорой встречи.